Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, какие вещи категорически нельзя передавать из рук в руки, чем это грозит и как лучше эти вещи передавать или брать их в руки, либо прикасаться к ним правильно. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, в Древней Руси, как и в других странах, существовал обычай накладывать табу на некоторые предметы. Например, запрещалось брать их в руки, либо прикасаться к ним для того, чтобы не навлечь на себя или на других людей несчастье. А до некоторых предметов не дотрагивались из соображений уважения или безопасности. Какие же вещи нельзя брать в руки, передавать и принимать? Начнем с денег. Вы знаете, в старину торговцы считали, что если взять деньги из чужих рук, то торговля будет идти плохо и денег станет меньше. До сих пор это поверье имеет силу, и в наши дни менеджеры крупных компаний, финансисты, риэлторы предлагают своим клиентам положить деньги на стол и только после этого берут их в свои руки. Кроме того, нельзя передавать деньги кому-то в руки ночью или через порог. Даже существует такое поверье, что такая передача денег может обернуться ограблением. Но если все же таки приходится вам брать деньги из рук, и при этом, например, деньги из рук не очень хорошего человека, то сделайте тогда это левой рукой, если вы правша, и правой, если левша. Таким образом, вы как бы нарушаете порядок и переворачиваете его с ног на голову. И таким образом вы закалите возможный негативный поток. Следующее, что нельзя передавать из рук в руки, это хлеб. К этому предмету славяне, наши предки, относились по-особому. И существовало даже поверье, что колосья, растущие из земли, не зря поднимаются к небу. Видимо, они связывают царство мертвых и высших сил. Сами же хлебные семена несут в себе жизнь. На Руси бытовало поверье, что на запах свежих караваев во время выпечки слетаются души умерших, чтобы насладиться паром, исходящим от свежевыпеченного хлеба. Нередко хлеб становился объектом колдовства, ведь его ели все люди. Именно поэтому его нельзя было передавать из рук в руки, подавать через порог или заносить в дом поздним вечером. Но когда в дом приходил важный гость, его обязательно встречали хлебом с солью. Считалось, что если гость отведает каравай с солью, он никогда не сможет причинить такому дому никакого вреда. Далее, что нельзя передавать из рук в руки, это кольца. Запомните раз и навсегда, что нельзя брать любые драгоценности, которые вам не принадлежат. Потому что иногда на них снимаются все беды и проблемы и подбрасываются в общественных местах или перекрестках. Если кто-то очень настаивает на примерке своего кольца, возможно, какой-то бижутерии или, например, это могут быть даже цепочки, постарайтесь под любым предлогом отказаться. А для того, чтобы не было беды, такую драгоценность нужно положить на стол и оставить на некоторое время, а после этого вы можете примерить. Далее не передают из рук в руки режущие предметы, ножи, ножницы, не берут в руки именно от женщины. Считается, что таким подарком вы можете отрезать свою вторую половину. Суеверия, конечно, возможно, пошли от примет, что женщина вообще не может брать оружие в руки. Потому что женщина, она созидает, она творит, поэтому ей оружие и воевать не нужно.
Следующее, что не передают из рук в руки, это репчатый лук. Вы, наверное, удивлены, но все равно считается, что именно этот продукт, репчатый лук, вызывающий обильное слезотечение, переданный из рук в руки, может передавать и слезы своего владельца. Таким образом, он избавляется от своих негативных эмоций. Однако теперь расстройства и слезы достанутся вам. Может произойти какое-либо несчастье, которое ввергнет вас в состояние печали. Что нужно сделать? Как лук не передавать из рук в руки? Нужно положить просто его на стол. Лучше взять лук со стола, иначе слезы и безденежье от одного человека перейдут к другому. Следующее, что нельзя передавать из рук в руки, это охранные обереги и амулеты, которые предназначены для другого человека. Ни в коем случае не берите их в руки. А если вы хотите взять или передать, то вам необходимо обвернуть салфеткой и в таком виде передавать. Далее, что нельзя передавать из рук в руки, это рукавицы. Вы знаете, есть такое словосочетание «ежовые рукавицы», и вы знаете, оно возникло не просто так. В древние времена, когда не было кошек, люди запускали в амбары ежей, чтобы они там ловили мышей. И ежовые рукавицы из толстой кожи шили для того, чтобы держать ежей в руках. А рукавицы защищали не только от острых иголок, но и от инфекций, которые могли переносить ежи. В наши времена считается, что передавать свои рукавицы из рук в руки значит передавать другому свои болезни и невзгоды. А какие же вещи нельзя давать и брать в долг? Запомните их просто раз и навсегда и используйте эту информацию в жизни. Во-первых, соль, потому что именно соль несет мощную энергетику, так что можно лишь подарить, а принимать такой подарок, именно принимать назад такой должок не стоит. Далее посуда. Это, знаете, из серии «Почему нельзя пить после беременной?» Мол, сама забеременяешь. Считается, что вещи, которые постоянно в контакте с человеком, они перебирают его ауру. И чтобы ничего не подпортить в своей судьбе, такого не одалживают и сами в долг не берут. Далее любые украшения, особенно кольца, драгоценности, опять-таки, все дело в биоэнергетике. Далее веник. Веник считается, что если его вынести из дома, то вместе с ним выносите вы и достаток, потому что деньги в таком случае в доме водиться перестанут после такого. Вот, друзья, сегодня с вами мы хотели поговорить о вещах, которые нельзя передавать из рук в руки и как это все-таки делать правильно. Ваше право принимать эту информацию или нет, но лучше придерживаться правил, и пусть чужие проблемы останутся чужими.